Сегодня постараемся сделать вкусно. Не знаю, получится или нет, потому что это будет проверка китайского рецепта. Всем привет, друзья! Итак, как вы уже поняли, сегодня будем готовить куриное филе. Должно получиться очень сочно и очень-очень вкусно. Готовить будем необычным способом. Само куриное мясо нужно будет хорошо вымыть, убрать весь лишний жир. Берем вилку и начинаем вот таким вот способом очень хорошо и очень много раз протыкать само мясо. Главное делать аккуратно, не спеша, чтобы, не дай бог, не проколоть себе пальцы. Чтобы было удобнее, нижнюю часть, которая расслоилась, нужно будет вот таким вот способом обрезать. Вот эту нижнюю часть никуда не убираем, ее мы тоже проколем вилкой и тоже приготовим. После того, как прокололи мясо, нам понадобится рукав для выпечки. Одну сторону рукава очень хорошо завязываем. Если в вашем случае есть мешки для выпечки, будет намного удобнее. В центр рукава для выпечки укладываем куриное мясо, которое мы прокололи. Сюда же в пакет к мясу добавляем соль. Черный молотый перец, их добавляйте по своему вкусу, но не слишком много. Еще сюда добавляем сушеный молотый чеснок, почти полную чайную ложку. Одну чайную ложку сладкой паприки. В оригинальном китайском рецепте это должен быть красный перец. Сюда же нужно добавить 2 столовые ложки соевого соуса. И я буду добавлять 1 столовую ложку маринада из слив. Китаец в оригинальном рецепте добавлял маринад терияки. Ну и после того, как вы все добавили, этот рукав для выпечки нужно будет хорошо связать, предварительно выпустив весь воздух. И делаем дальше таким образом, чтобы 2 конца оказались у вас вверху. Их нужно тоже будет хорошо связать, чтобы внутрь не попадал никакой воздух. Затем берем рукав для выпечки и очень хорошо все внутри перемешиваем. Таким образом, чтобы все специи, которые вы добавили, хорошо смешались. Ну и мясо очень хорошо было покрыто этими специями. На плиту устанавливаем кастрюльку с водой. Кастрюлька желательно, чтобы была побольше. У меня оказалась немножко маленькая, но все получилось. Воды в кастрюлю нужно будет налить чуть меньше половины. И вот этот мешок для выпечки отправляем в кастрюлю. Затем стараемся накрыть все крышкой. Ну вот как-то так у меня получилось накрыть крышкой, потому что если закрыть полностью всю кастрюлю крышкой, мешок начинает раздуваться и крышка начинает сползать с кастрюли, начинает падать. Таким вот образом мясо нужно будет кипятить 30 минут. Можно чуть больше, но не меньше. Через 30 минут огонь под кастрюлькой выключаем, и вы сразу заметите, что мешок как будто бы начал сдуваться. В это время накрываем полностью всю кастрюлю крышкой и оставляем еще на 10 минут для того, чтобы немножко все остыло. Через несколько минут, когда все остынет, достаем мешок в отдельную тарелку, аккуратно разрезаем все ножницами, ну а само мясо перекладываем в отдельную тарелку, в которой вы будете его подавать. Ну и вот сам результат, который превзошел все мои ожидания. Маринад необычный, его, конечно же, можно будет приготовить и по своему вкусу, по своему желанию. Можно заменить маринады и специи на любые, которые вам понравятся. Самое главное, что в итоге курица получилась очень сочная и необычно вкусная. Как по мне, это намного вкуснее, нежели бы просто запечь было это все в рукаве в духовке. Ну что ж, друзья, вот такой вот необычный рецепт, который мне очень сильно понравился. Рекомендую вам попробовать приготовить. Меняйте маринады, делайте по своему вкусу. Еще в пакете осталась очень вкусная подливка. Если приготовить картофель тумачи, либо же спагетти, будет очень хорошее дополнение. На этом все. Рекомендую посмотреть еще один популярный рецепт приготовления куриного филе. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Не забывайте оценивать ролик и оставлять свое мнение в комментариях. Всем пока, всем до скорых встреч!